Всем привет и добро пожаловать в уголок Фрина. В прошлом году, 23-м, меня друзья несколько раз спрашивали о том, как я проявляю черно-белые пленки. Хотя информации по этому вопросу огромное количество в интернете, я решил снять свое видео про это, показать свой процесс. Так получилось, что снимал я это видео 2 раза, переснимал. Сейчас переозвучиваю старый видеоряд и публикую уже в новом 24-м году это видео. Итак, про черно-белую пленку. В этом видео только про нее поговорим, потому что цветная — это совсем другой процесс. Похожий, конечно, но там свои нюансы и сложнее все немножко. Так что в этом видео только про черно-белую пленку, только про то, как я сам проявляю. Информации уже огромное количество про это есть. Процесс несложный, хорошо описан подробно, вы всю информацию легко найдете. Я не смогу вам в этом плане чего-то принципиально нового рассказать. Так ладно, что же нужно, чтобы проявить черно-белую пленку? Вам нужна сама пленка и фотобачок. Фотобачок — это сосуд, в который вы загружаете вашу пленку в полной темноте, а проявлять и обрабатывать уже можете на свету. Они бывают самые разные: пластиковые, бакелитовые, старые советские, современные. Это, например, бачок АП, есть еще Джоба, Паттерсон и так далее. Неважно, какой у вас бачок, вы в любом сможете проявить. Вот, собственно, конструкция. Здесь светоловушка, которая не позволяет свету попасть внутрь, а жидкость спокойно проходит туда-сюда. Не смогу вам показать, как загружать бачок, он уже заправлен пленкой. Но все они принципиально не отличаются друг от друга. У них у всех внутри есть вот такая катушка или что-то похожее. В нее вы загружаете пленку, заправляете. Есть вот такие универсальные варианты раздвижные, которые принимают разные форматы пленок. А бывают неуниверсальные на один формат. Итак, вы загрузили пленку, и дальше вам нужно подготовить реактивы. Тут я показываю коробки реактивов Slavich. Это не реклама, просто то, что было под рукой. Для проявки черно-белой пленки понадобится проявитель и фиксаж. Есть еще дополнительные химикаты и так далее, но они не обязательны, можно обойтись этими двумя. И здесь такая ситуация, что проявителей и фиксажей для черно-белых пленок тоже огромное количество. Можете выбирать, в общем-то, любые сочетания, там, в зависимости от ваших нужд. Но я давно уже проявляю в D76, и это металлогидрохиноновый проявитель, созданный компанией Kodak в 20-х годах прошлого века. Очень распространенный, его легко достать, так же, как и фиксаж. Имейте в виду, что это щелочь и кислота, и надо работать в перчатках. И вообще читайте инструкцию и соблюдайте технику безопасности. Поподробнее про проявитель D76. Его можно использовать как в концентрированном виде, так и в разбавленном 1 к 1, 1 к 3 и так далее. Концентрат условно многоразовый, вы можете подряд в нем проявлять несколько пленок. Каждый раз придется вносить корректировку во время проявления. Или вы можете использовать одноразовые разбавленные растворы. Я обычно проявляю в 1 к 1. Это немного экономичнее. Но вот тут сразу такой вопрос: как понять, сколько времени надо проявлять пленку? И несколько вариантов, как можно узнать это. Вот, например, на упаковке производителя для пленки указано, помимо технической информации, внизу самом есть таблица. И в этой таблице у нас приведено соответствие времени проявки и выбранного проявителя. Например, для D76 и его аналога ID11 предлагают 5-6 минут. То есть, если вы проявляете в концентрате, а время указано для концентрированных проявителей, то проявляете 5-6 минут. Если вы проявляете в разбавленных вариантах 1 к 1, то в среднем увеличиваете время в 2 раза. Если же вы не знаете, сколько времени вам нужно проявлять пленку, или вы проявляете просроченную пленку, или вы проявляете пленку от неизвестного производителя, или, может быть, вы хотите внести экспокоррекцию, push или pull, но про это когда-нибудь потом расскажу, то самый простой вариант для вас — зайти на сайт Digital Truth. Тут вы можете выбрать вашу пленку, выбор огромный. Вот у нас Fomapan 200. Дальше выбираем наш проявитель, в данном случае D76, вот он. Перед нами открывается довольно большая таблица, и в ней указано нужное вам время. Тут обратите внимание, что информация на этом сайте представлена такими же пользователями интернета, как и мы с вами. Поэтому надо экспериментировать. Ну вот, пленка в бачке загружена. Переходим к проявлению. Первое, что я делаю, это замачивание пленки.
Предварительное замачивание, как считается, нужно для того, чтобы смыть краситель противоореольного слоя, а также размягчить эмульсию, что теоретически помогает пленке лучше взаимодействовать с проявителем. Теперь настраиваю таймер. Можно использовать обычные часы, но мне нравится вот это приложение DevIt, оно бесплатно. Ставим время проявления 9 минут, промывку оставим 2 минуты. Для фиксирования, если вы используете быстрый кислый фиксаж, можно обойтись 3 минутами, я обычно ставлю 5 минут. Производитель пленки часто указывает рекомендации для фиксирования тоже. Сливаем воду предварительного замачивания, тут прекрасная такая зеленая жижа. Это как раз вымолимый краситель из противоореольного слоя. Теперь разбавляем проявитель. Проявитель у меня хранится в концентрированном виде, а прямо перед применением я его развожу уже до нужной консистенции. В данном случае 1 к 1, поэтому для бачка объемом 600 мл наливаем 300 проявителя и доводим до 600 обычной водой. Если у вас вода из-под крана мягкая и без каких-то явных примесей, то можно спокойно использовать ее. Если у вас вода жесткая, либо прогоняйте ее через фильтр, либо можете использовать дистиллированную воду, что рекомендуют. Но по моим наблюдениям не так критично. Вот мы развели проявитель, теперь надо его залить в бачок. Заливать нужно равномерно. Запускаем таймер, заливаем проявитель. Заливаем, стараясь не пролить. Вот за 10 секунд вполне успели. Дальше начинается агитация. Агитировать можно по-разному. Есть вариант переворотами, который я сейчас показываю. Можно вращением, можно катанием. Некоторые бачки предусматривают возможность агитации разными методами, какие-то бачки одним только методом. В данном случае я агитирую следующим образом. Первая минута в течение примерно 30 секунд я агитирую, а дальше каждая последующая минута агитирую первые 10 секунд. И потом последняя минута тоже 30 секунд. Сливаем одноразовый проявитель. Это слабая щелочь, разбавленная уже водой, поэтому, судя по той информации про утилизацию таких химических отходов, которую я находил, не слишком критично слить его в раковину. Но тут надо, конечно, проверять обязательно правила, если они какие-то конкретные указаны. Здесь я вам рекомендую самим почитать. В качестве промывки можно использовать слабый кислотный раствор, например, даже разведенная лимонная кислота может подойти для этого. Она быстро останавливает действие щелочи в проявителе и тормозит проявление. Но можно просто обойтись без этого и промыть водой несколько раз вот так же. Можно промывать под текущей водой проточной, можно заливать в бачок, агитировать и сливать. Полторы-две минуты я себе даю на то, чтобы провести промывку. И сразу заливаю фиксаж. Ну вот, промывку считаем законченной, переходим к фиксированию. Фиксаж можно использовать несколько раз подряд. Он хранится долго, это кислота в концентрированном виде. Просто заливаем в бачок и начинаем агитацию. И поскольку фиксаж — это едкая кислота, и это неорганическая химия, в отличие от многих проявителей, его нельзя уже просто так слить в раковину, в канализацию. В нем же содержатся также вымытые остатки серебра из эмульсии пленочной. И вот фиксаж как раз надо сдавать на переработку. То есть просроченный фиксаж храним, собираем большое количество и относим в специальные службы, которые занимаются уже утилизацией. Их можно найти в интернете. Значит, фиксирую я 5 минут. Агитация аналогична той, которая была при проявлении. Тоже 30-45 секунд в начале первой и последней минуты.
и по 10 секунд каждую минуту в начале. Бачок, к сожалению, сильно протекает. Это, конечно, плохо и вообще нежелательно, но с бачками никогда не угадаешь. Бывают такие, которые хорошо держат жидкость внутри, бывают вот как этот. Но, может, я еще плохо налил в него, поэтому он так протекал. Сливаем и сохраняем фиксаж и ставим бачок промываться под проточной водой. Промывка после фиксирования может длиться какое угодно время. В целом, пока вам не лень, промывайте пленку минимум 5-10 минут, а можно и больше, 10-15. И если вы стремитесь к архивной сохранности пленки, то нормально промывать ее минут 20 под проточной водой вообще. Но тут, опять-таки, кому как удобней, я промываю в среднем минут 10. Тут уже можно бачок открыть, потому что пленка проявлена и зафиксирована, она никак на свет уже не прореагирует, и промывать ее в открытом бачке. На этом этапе также можно попытаться разглядеть уже, что же у нас там получилось. Ну, ничего, кроме, собственно, отдельных кадров, того, что мы видим, что кадры есть, мы больше не видим, надо ее размотать. Можно просто оставить в проточной воде. На этапе промывки уже можно добавить жидкое мыло, можно добавить специальные химикаты и так далее, но это тоже не обязательно, как и стоп-ванна. Ну и вот, когда пленка проявлена, мы вешаем ее сушиться. Тут поможет, конечно, использовать специальные прищепочки, но можно обойтись обычными бельевыми. Сохнет пленка, в зависимости от ваших условий в квартире, она может сохнуть там час или более. Лучше всего сушить ее в месте, где нет пыли. Или минимальное количество пыли. Я сушу прям в ванне, после чего, когда пленка высохла, я ее снимаю, режу, сканирую и убираю в папку для хранения. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам было интересно. Постараюсь снимать еще.